Опа! Мгм. О, дорогие подписчики, эм, это Галочка, она прилетела из Германии. Откуда? Около города Оффенбург, недалеко Ага. от Страсбурга. Это 10 километров от Страсбурга. Вот. И мы с ней познакомились в прошлом году, да? В прошлом Да, в прошлом году. году. Галочка моя подписчица, говорит: Виктория, вы там вот спицы просите, давайте с вами встретимся, я вам дам спицы. И вот у меня она спицы привезла, помню, какие-то куча конфет, 2 месяца ела. В общем, ну, я ее, конечно же, полюбила. Посмотрите, какие у нее глаза красивые. Я говорю: знаешь что, Галя, с такой энергетикой я тебя должна познакомить с моими подписчиками, потому что это нечестно. Вот, и она меня пригласила на завтрак, вот мы будем завтракать и с вами беседовать. Ну, Галочка, а расскажи, как ты попала в Германию, расскажи. Вот. Ну, доброе утро всем. Да. Доброе утро и доброе время суток, у кого какое время. Как я попала в Германию? В 91 году мы уехали с семьей в Германию. У моего мужа там были родственники. Вот, и до сих пор мы там живем. Сначала были курсы по изучению языка, потом курсы по... Я вообще работала в России бухгалтером, и там, в общем, я целый год переучивалась на бухгалтера. Да. И потом какое-то время я просто, так сказать, короткое время я была дома, и потом я нашла работу в русском, как это база посылторга, у нас каталог, клиенты находятся у нас как в Германии, так и за рубежом. Мы высылаем посылки по нашему каталогу. И вот я там проработала 29 лет. Сама нашла работу, да? Да, я сама нашла работу, написала заявление, все еще удивлялись, и девчонки. Надо же, говорит, ты первая, которая так заявление написала, да. Ну, в общем, я там осталась работать. Моя работа мне доставляет удовольствие. Очень люблю общаться с людьми. А как вот вам как в Германии с другим менталитетом? Ну, с местными мы, в общем-то, очень близко я не общаюсь с местными. Только у нас есть одна соседка, с которой Да? общаемся, да. А так, если А по муж ходу... у вас кто? Ну, он русский немец. А, русский немец, да? Да. М. Да. Вот с соседкой мы общаемся, а так особо у нас, ну, просто здравствуйте, до свидания и все. Мгм. Так особо отношений с местными контакта и нету. У нас своя группа, с которыми мы всегда встречаемся, мы с ними уже давно знакомы, с наших курсов, когда изучали язык. Это получается, что уже с 91 до 34 года. Вот. Также мы с ними проводим праздники, дни рождения, Новый год справляем. Сейчас будет 8 марта, Да? мы тоже идем на вечер. Да? Да, у нас организуют такие вечера, сляйт-музик. Да? Да, да, вообще все здорово. Может, когда-нибудь к вам доберусь. Да. Слушайте, а как вот какой раз вы приезжаете в Египет? Расскажите подписчикам. Ну, в Египет я уже давно приезжаю, наверное, лет 20. Да? Каждый Да. раз, каждый год, да? Ну, сначала было раз в год там, да, потом какие-то проблемы были, может быть, через пару лет приехала. Так мне, в общем-то, нравится в Египте, потому что из-за климата, из-за солнца, потому что мне солнца не хватает, у нас в Германии мне не хватает солнца, особенно в последнее время, когда все Да, затянуто, да, и как осень начинается, и можно сказать до самого лета, получается у нас осень. У вас такая кожа хорошая. У нас тут кожа сохнет. Прям. Серьезно. Нужно пользоваться Да, увлажняющими вообще, кремами, да, делать да. масочки. Да. Точно. Да. Ну-ну, а то я вас перебила. Ну вот сейчас у меня получается ездить, когда 4, когда 5 раз в год, каждые 2-3 месяца я приезжаю. Супер. Восстанавливаетесь, да? Да, мне здесь очень нравится, да, я и чувствую себя лучше. После Египта, да? Да, на какое-то время мне хватает, а потом просто через 2 месяца мне просто хочется уехать обратно сюда. Да? Да. То есть сначала приезжаете, хватает вам Да, этого задора, да? Да. М. Ну, сейчас я приехала всего на 2 недели, я думаю, что у меня эта энергия быстро закончится. Ой, да. Тут надо хотя бы 3 3 недели, да, 3 недели уже нормальный Да. срок, да, что можно набраться этой энергии, солнечной энергии.
Это да. И Да. поэт- 2 недели же только адаптация проходит в организм, поэтому... Да. Да, вот. и эти 2 недели вот сейчас, на следующей неделе мне уже уезжать, и поэтому эти 2 недели очень быстро пролетели. Да? Очень, даже не заметила. Но, слушайте, есть у вас какая-то история, чем повеселить подписчиков? Особой истории у меня нет. Нет. Особо... Мне нравится, когда просто знакомлюсь, у меня очень много знакомых появилось. Да, а Вы так- имеете в виду, среди наших, да? Да, среди наших. Ага, Да. ага. Или среди местных жителей? Ну, местные это просто по ходу, когда ходишь гулять там в магазинах или это. Общаешься, Да, просто общаешься, пишешь какие-то им заметки, отзывы по их магазинам, Да, которые да, вот, да, да, они да, так да. любят, что им написать. Нужно Хорошие. какие-нибудь отзывы хорошие. Вот я пишу на русском или на немецком языке им отзывы. Но... Да, так по ходу. Знаете, мы когда вот поднимались с Галочки на второй, ну вот она меня встретила, вот, я говорю: Галь, ты знаешь, говорю, я уже так тут что устала, мне так уже все скучно, уже и пальмы, и море, и эта пустыня, говорю, я хочу уже поехать в другую страну, что-то другое показывать людям. Вот, говорю, но дело в том, что у меня так много вещей вязаных, вот, что я отсюда не могу даже уехать с этими сумками. Так что, дорогие подписчики, я вам предлагаю поучаствовать в этом проекте. Я вот сейчас буду одевать каждый раз новую кофточку, чтобы вы могли приобрести, вот, и таким образом я смогу улететь отсюда и показывать вам жизнь в других странах. Ну, вот интересно, если я все буду показывать там где-то на берегу океана. Ну, Вот, конечно, интересно, Правда? да, и рассказывать о их жизни. Конечно, в каждой стране свои есть какие-то особенности. особенности. Вот. Да, но эта кофточка тоже такая эффектная, Правда? и сразу, да, и сразу прям солнечная. Настроение. Прям солнечная кофточка. Так что, дорогие подписчики, забирайте. Вот, Да. показала вам. Принимаются заказы. Вот я ее и продам. Да. Это я одеваю, чтобы Да. сразу продать, да. Мгм. Они у меня висят в шкафу, чистенько вот так, я там проветриваю, знаешь, я даже их не складываю, чтобы они как бы дышали. Мгм. Знаешь, но мне кажется, что Да. вязаная вещь, это хлопок, итальянский Да. хлопок, потрогай, это Да. приятная вещь. Да, очень приятно, Да, да. И в любую погоду можно ее носить. Да, да, ну если не Внизу так, топик одел и все. да, но это я просто к тебе так, знаешь, чтобы, Да. а так Да, на самом чтобы деле, более эффектно так было. топик, ой, Да. да. Ширинка. Я так спешила. Дорогие подписчики, я в своем репертуаре. И на самом деле, знаешь, я такая и есть в жизни ржачная. Я как-то пошла в магазин, и там, знаешь, манекены стоят. И стоит девушка и смотрит так в одну сторону. А я подумала, манекен, так подошла, поправляю ее, знаешь. А она так отошла, и так, знаешь, и мы так начали смеяться. Ну, то есть мы поняли, что, в общем, я ее приняла за манекен. А мой брат говорит: Виктория, ты так можешь сделать. Подойти к человеку, начать его трогать. Ну, в общем, у меня есть и очень такие ржачные моменты, так что, в общем, со мной весело. И вы можете смеяться, и я могу смеяться, в общем, всем все хорошо. Да, с Викой очень весело, да. Так Ой, что приезжайте, она вас тоже сориентирует на камеру. Я первый раз сегодня в камере. Да, и поэтому не знаю, как там получится. все хорошо получится. Как получится, так получится. Слушай, а твоя дочка чем занимается вообще? Моя дочка работает как адвокат, наверное, это называется. это что, Да. да? Она обрабатывает все документы, все готовит это. Помощник адвоката, да? Да, помощник Ага. адвоката. Дорогие Да. подписчики, Галочка, моя подписчица, прилетела из Германии. Она там живет, сколько ты сказала, 25, да? С 91-го года, сейчас в этом году будет 34 года. О, 34 года она живет в Германии, то есть вы можете задать ей какие-то вопросы. Она очень любит Египет, приезжает систематически в Египет, в общем, насыщается солнышком и отправляется назад. Потом снова приедешь, когда? В апреле, да? Я думаю, что в апреле, потому что в марте мне подарили путевку. С внуком я еду в Дубай. Да, супер. Да, на день рождения мне подарили. Вот поэтому с ним поедем в Дубай в начале марта. Супер, супер. Наверное, в марте у меня не получится. Но если получится, значит в марте приеду. Да. Ну да, или в А апреле. так ориентировочно в апреле. Это более такой реальный срок, апрель месяц. Где-нибудь во второй половине апреля. Супер. Это Да. что, у вас колбаска немецкая? Да, это краковская колбаска. Да? Сейчас вам покажу. Ой, да там ничего не Дорогие стоит. подписчики, у меня тут, короче, колбаска из Германии. Сейчас мы уже кашку съели. Галя сегодня меня покормила, ну как Да, я и дома всегда завтракаю. Я не могу без завтрака. овсяночки, да? Ну, Разным, да? Я разным бывает. Бывает, я льняную кашу делаю, просто Ну, которую... да, супер.
да, которую нужно ее нужно замочить с ночи, да, и утром через миксер, да. Утром я всегда завтракаю. Мгм. Я ужинать могу не ужинать, а завтракать я не могу голодная куда-то Ну, правильно, идти. правильно, правильно. Да. Это очень И просто важно. кофе, например, кофе я редко пью тоже, в основном если капучино или чаи какие-нибудь. Мой Маркус, он очень любит колбаску. То есть он, когда там нас угощают, он попробовал, что та колбаса, которая тут, Мгм. в сравнении с той, с привозной, она очень проигрывает вообще. Ну, они же не добавляют свинину тут, понятно. Вот, и он, ну, в общем, колбасу вообще обожает прям. Ну, в этой, мне кажется, там больше говядины. Да? Да. Ну, это я так, просто к слову. Мгм. Ну да, и вкус колбасы здесь совсем другой. Правда? Как в Да. отеле пробовали, да? Да. Такой, такой, Ну, ну, это надо привыкнуть, это как бы... Я просто, дорогие подписчики, вы можете задавать вопросы, потому что вас там уже, сколько уже набралось? еще очень раннее время. Да, раннее время, но ничего, это я оставлю в записи, завтра оно загрузится и будет уже в записи. А так, то задавайте вопросы. Галочка из Германии прилетела и живет там уже 35 лет. Но люди привыкают ко всему вообще, правда же? Ну, минусы, конечно, в любой стране есть. Да? Да. Если ты имеешь работу, это также в любой стране, значит, у тебя есть ресурсы на что-то, что-то себе позволить. Угу. Да. Но у нас тоже не все, некоторые также приехали и раньше, в наше время еще приехали, и также не хотели работать, получали социальную помощь, да, и тоже всем и им тоже нравилось. Но я, например, даже сейчас не могу представить, чтобы я осталась совсем без работы. Мне очень нравится моя работа. Нравится? Да. Да, да. Это очень важно. Поэтому вы так гармонично и смотритесь, выглядите. Серьезно? Мне Шефиня всегда говорила, говорит, как можно целый день сидеть с этими цифрами? А вы бухгалтер, да? Да. Да, я и там в России работала бухгалтером. Сначала я закончила там техникум, потом меня направили в Киров. У вас такие красивые колечки, прям вообще. Меня направили в Киров. В Кирове я пробыла совсем недолго. Там моему главному бухгалтеру нужно было место, и она мне предложила уехать обратно домой в Челябинск. Конечно, я согласилась, я не хотела в этом Кирове оставаться. Вот, потом приехала домой. Через Трест, в котором я была на практике как-то, я устроилась в строительную организацию, в которой тоже проработала 13 лет. Сначала я начинала с материалов, там материальный отдел, потом перешла в отдел зарплаты, потом ушла в декрет, а после декрета я вышла зам главного бухгалтера. Да? Да. Супер, супер. Да. Супер. Потом там, Супер. да, и коллектив у нас был очень хороший. В то время был очень хороший коллектив. Но когда я приехала через пару лет, все изменилось, конечно. Да? Да. 90-е годы, они, в общем-то... Потрясли всех, да? Да, да. Ну да. Да, и коллектив стал не так, и раньше мы очень весело справляли праздники. Весело. Да, в своем строительном управлении. Также от Треста были там какие-то праздники во дворце. А в Да. Германии отмечаете? Ну да. Да? Да, у нас тоже своя компания, да, и вот сейчас мы Новый год отмечали, да, сколько там человек, наверное, 60-70 у нас было в этом зале, и вот музыка у нас была на русском языке. Да, класс. Да, класс. мы танцевали, во сколько мы во Класс. 2 часу домой пришли тогда. Да. Этого же музыканта я приглашала к себе на день рождения, сейчас тоже справляла день рождения свое. Вот и 8 марта, там осенние праздники тоже есть. Да, осенние, да. Слушайте, а вы вот, получается, когда прилетаете в Египет, то где останавливаетесь? Вот, ну, в каком районе? В Хургаде? В каком? Ну вот сейчас я снимаю эту квартиру. Мгм. Я жду, когда будет готова моя квартира. А, да, Галя Да. купила, там И- сейчас пока что-то с документами, да? Там. Ну да, там как будто ремонт идет. Ага. Вот. Поэтому думаю, что буду находиться в своей квартире. Да, через какое-то время. Да. всё. Все восстановится. А, это же вы напротив моря, там возле Да. этого, да? А, мгм. Да. Так что, да. Так, в отеле я не люблю, потому что мне не нравится ресторанная еда. Не нравится, правда? И я Да, тоже. Я 2 очень дня, быстро- 2 дня еще пойдет, да, а потом И мне уже надоедает. я точно так Да. же, прям не могу, меня это Мгм. все начинает вот это, ну, как сказать,
одинаково как-то, вот, ну, Все равно вкус. одинаково, каждый день, да, Вкус одинаково. одинаковый, Да, правда? да. И специи там как-то не то. И... Окей, если даже вот просто снимаешь квартиру, можно пойти где-нибудь в ресторане покушать или по дороге где-то покушать. Здесь беспроблемно, везде можно покушать. Да, 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 Да. да. Тут, кстати, очень многие люди прилетают, вот, кстати, запишите себе, и они даже особо не готовят, потому что тут вот эти варианты облегченной жизни, они на каждом шагу. Но я к тому, что здесь заказать еду можно во многих ресторанах, кафешках. То есть тут даже вот запечь, чтобы вам запекли рыбу, привезли рыбу, номер телефона есть один, чтобы овощи привезли, другой номер телефона. Можно заказать готовую еду, там рис с макаронами, с курицей, с мясом, котлеты, говядину, все вот это вам привезут. Тут вот этого очень много. Проблем с едой нет. Нету, и Да. воду привезут, то есть тут так все это налажено на самом деле, что вы даже не представляете, вот. Можно сидеть дома и не выходить, и кушать, и заниматься чем угодно. Но это я утрирую, нужно выходить из дома и на солнышко идти, плавать. Сейчас это мое любимое время года для плавания, потому что мало людей, мало плавают. Я же люблю, когда мало людей. Мгм. Ну, я сейчас объясню. Я сейчас объясню. Вообще я людей очень люблю, потому что я сама по профессии педагог. Но из-за того, что я очень сильно считываю, я вот там пойду на какой-то пляж, там, и я сразу считаю, вот так вот. Вот кто, допустим, такой, у кого высокий уровень развития, кто вот на уровне там сплетен, вот, ну, функционирует, вот так вот, там, выпить пиво, поговорить о ком-то. Я вот это все считываю, и некоторые пляжи просто для меня отвратительны, потому что там много таких персонажей. Мгм. И ну, такие вот, ну, понимаете, да? Вот, и как бы так культурно выразиться. Которые обсуждаемые, Ну, так сказать. Да, такие уровень сплетницы. Мама говорит: Виктория, пожалуйста, ну ты контролируй то, что ты хочешь сказать. Ты порой что такое скажешь, а я все говорю то, что я чувствую и думаю. Да, для кого-то это очень как бы, ну, неприемлемо, потому что люди любят лезть. Большинство людей любят лезть, а другая часть людей пользуется этим или хотят, чтобы пользоваться этими людьми. А я говорю то, что чувствую, поэтому у меня много врагов, ну и также много друзей, в общем. Потому что если я пью кофе с галочкой, то она точно знает, что нам не нравится, и мы переписываемся. Она мне какие-то свои блюда высылает, дразнит меня из Германии. Мне аж вот так пахнет с смс-ки. Она очень вкусно готовит, но сейчас я не до этого, потому что ну, она на отдых прилетела. Вот, так что у меня такие подписчики, они могут быть любого там возраста, там, то ли 20, то ли 90, главное, чтобы вот тут было чисто человек. Так что так, ко мне пробраться очень легко. Я буду фильмы снимать до конца жизни. Да, если попадете к Виктории, она точно будет фильмы снимать. Да, лучше согласиться и все. А что бы ты еще хотела сказать? Ой, кто-то написал что-то. С Викторией очень приятно общаться, потому что она действительно, что, как сказать, видит. Передаю тебе привет, доброе утречко. Очень Да, это приятно, Галочка. очень спасибо. Кто новый зашел, это Галочка с Германии прилетела, вот подписчица моя. Задавайте вопросы. О, супер. Как-то так странно сижу, надо. Это у меня, знаешь, короткий корпус, и надо мне вытянуться, а длинные ноги. Длинные ноги не видно. Нет, кажется, ну что- там же не видно ничего. Да. Да. Вот так вот сяду. Вот так, приятно. Ну, Да. дорогие подписчики, задавайте вопросы. Мы уже сколько беседуем с тобой? Так, Очень, мне кажется, уже долго очень. во сколько мы начали? Не, мы беседуем 20 минут. Ну вот, 20 минут, да. Задавайте вопросы какие-то. Мгм. Давай, я тут тебя перебила. Сейчас кипяточка себе долить. Говори, я тут в эфире, говори. Да, Вика теперь убежала. Да, с Викой очень приятно, я еще повторюсь, да, вот с Викой очень приятно общаться, потому что она, так сказать, что думает, то и говорит. Нет, очень приятно, да, мне так даже больше нравится, чем кто-то будет молчать там или там что-то другое там у них в голове будет, и они не выскажутся. Для меня тоже лучше сразу так, откровенный разговор. Ты хочешь кипяточка долить тебе? Нет, спасибо. Не надо, да, мне сейчас? Ну говори. Ты Да, хорошо, я должна шикарно разговаривать. смотришься. Шикарно смотришься, Галочка. Цвет подуши, все. Ну Да, давай. все подходит, да, это Вика меня с другой стороны комментирует. Да.
Вот. Ну, зимнее время немножко, конечно, здесь прохладнее. Утром прохладненько и вечером прохладно. Но это и ветерок. Бывает, вот вчера был сильнее ветер, сегодня более спокойная погода. Но днем все равно 24, 22, 22, 24 или 25 градусов. Это очень приятно на солнышке лежать, да. Ну вот Вика, она зимой плавает. Да. Ну, водичка, наверное, там градуса 23. Для меня это очень прохладненько. Поэтому я люблю теплую водичку. Ну, не совсем горячую, как в августе. Расскажи может про быть. этот фрукт. На. А я его не... Ну, это вот такие цитрусовые, маленькие цитрусовые. В них очень много витамина С. Вкус у него такой специфический, обовкусные они очень. У них вот шкурочка как, даже слаще, чем внутреннее содержание. Там немного совсем, и там сок, и косточка есть. Вот такие вот фрукты. Очень даже вкусно. Да. А что ты муку купила? Что ты с муки делаешь? Я уже пельмени делала себе. Пельмени? Да. Вот ты даешь. Да, хотела еще вареники сделать с творогом, ленивые. Но вчера прошла магазин, где творог продается вкусный. Поэтому, да. Ленивые вареники? Да, ленивые вареники. Вот туда творог, яйцо, мука, соль. Соль, да? Все, да. Потом раскатывается, это замешивается тесто. Они не мытые. Не мытые, да? Да. Ладно, да. Вот. Мне уже можно... Да. Ой, я бы сейчас с удовольствием с вами на завтра. Галя, вы из Германии, с какого города? Скажи еще раз, это новые подписчики. Я живу около города Кель. Она в Мюнхене. Нет, это далеко, это Байерн, а я живу в Баден-Вюртемберг. 10 километров от Штрасбурга. Да? Штрасбург это Франция. Ну, супер. Супер. Задавайте вопросы еще, дорогие подписчики. Сейчас вернусь в эфир. Надо было еще добавить это Кого? капучино, порошок. Капучино, да? Да? Не-не, А я теперь- сама, да я найду там. Там баночка стоит. Баночка. Давай, рассказывай что-то. Вика очень интересная. Ты рассказывай про себя, а не А про что меня. я- что я- Не, знаешь, сейчас, дорогие подписчики, дело в том, что я для галочки немножко стресс сделала. Потому Я что, не ожидала, что она меня сейчас выставит еще и в прямой эфир. да, я сначала, Да. мы договорились сначала, что мы будем снимать, ну так, культурно снимать, Да. резать. А тут у нее все перевернулось. Да, потом у меня перевернулось, я говорю, будем делать прямой эфир, потому что, ну, давно уже это делали, и, в общем, мои подписчики хотят пообщаться. Вот, так что можете задавать вопросы, или мне, или галочке. Да, повторюсь, что, дорогие подписчики, вот эту кофточку, сейчас я буду каждый раз одевать новые кофточки, для того, чтобы вы их могли приобрести, потому что я собираюсь поехать на Шри-Ланку, и у меня очень много вещей, так что вы можете поучаствовать в этом проекте, я вам буду демонстрировать там жизнь возле океана или что-то вот такое, поэтому вот. У Вики еще очень достаточно много сумочек вязаных. Да, Она тоже может. сумочки. Да, если вы запросите у нее, она может им выложить и вам сумочки. Да, точно. Да, чтобы ей не везти куда-то. Ой, так я даже это не увезу, понимаешь? Это ж- Это ей нужно целый контейнер с собой Да, собирать, да, чтобы да, поехать да. куда-то переехать. Да. Да. Почему именно Египет выбрала галочка? Расскажите про Германию. Это большой контраст жизни. Да, конечно, это большой контраст жизни и по уровню, и по чистоте. Но здесь главное солнышко. Для меня главное солнышко. Я не вижу никаких минусов. Не видите, да? Нет. Даже если, вот даже перед этим домом, который я вот сейчас эту квартиру снимаю, да, перед этим домом тоже, Дорогие подписчики, немножечко поем. конечно, приятного аппетита. Я не вижу этот мусор. Мусор везде есть. Просто мусор в любом виде бывает. Да. Не обязательно в виде бумажек и отходов каких-то. А какой минус здесь еще? Здесь очень много собачек бегает. Ну, конечно, они не трогают, и большие собачки бегают. Наверное, и когда-то кто-то хозяева оставили на улице, сами куда-нибудь уехали. Да, собачки и кошечки. Они местные, они тут родились, Галюнь. Ну да, вот они на улице все. В Германии нету таких животных, которые просто бегают на улицу. Но бывают кошечки, Да. которые домашние, они просто привыкли на улицу выходить, а потом какое-то время вечером они приходят к подъезду, сидят и мяукают.
чтобы запустили их домой. Да, дорогие подписчики, тут очень много красивых кошек и котов. Мгм. И вы можете себе просто взять подарок из Египта. Ну, там нужно будет документы оформить и увезти себе подарочек, кошечку. Правильно же? Можно? Ну, можно. Наверное, можно, да. Вот уличные, их так много. Да, есть маленькие, есть большие, У нас- действительно разные расцветки. Да, и они другие, у них внешность другая. Мгм. И это самое, ну, мне так жалко их. В нашем компаунде 50. Мгм. И ты, когда они голодные, мне кажется, они могут съесть вот человека. Но я потому что мы их всех кормим, они там еще рожают, кто-то там, в общем, их везде много. Ну, можете себе взять подарок из Египта, кошечку или котика, правда? Мгм. В некоторых отелях тоже есть такие места, где именно предназначены там домики, кормушки для кошечек. Вот какой-то Гифтон отель. Там у них целая площадка именно для кошечек со всякими приспособлениями, с домиками, с кормушками. И там тоже прям такие они ухоженные, эти кошечки. Да, да, да. Вот. У них же, на самом деле, если присмотреться, у них форма головы другая. Так, Мгм. если присмотреться внимательно, нежели наши. Вот есть какие-то такие кошки фараоновские. Ну, вот я, кстати, Да. хотела сделать видео на эту тему. Вот будет интересно, если я буду снимать кошек и показывать вот о них видео, сделать такое. Ну, почему бы и нет? Ну, то есть мне нужно набрать информации, потому что Мгм. они совершенно другие. Мой брат был тут в гостях и говорит, тут такие кошки красивые, у них форма лица такая И какая-то. глаза, и цвет глаз совсем. Да, да, такие другие они такие какие-то, такие вот, ну, есть обычно, есть такие Да, породистые Как прям. будто чувствуют свое достоинство и свое... Да, да, это, да, да, что они- да. Да. Так, еще вопрос есть. Ну вот. Сегодня, почему именно Виктория такая, так что красивая? Я в кофточке. Если вы оденете такую кофточку, вы тоже будете красивые? Потому скажи, Галя, Да. ну ты такая. Да, Вот это щас солнечная, прям говорю, солнечная да, да. кофточка. немножечко Очень вот. освежает, да, конечно. Сейчас Шокирует. плечика она покажет, да, Мужчин, немножко. все равно мужчин нету. У меня уже мужчин мало смотрит. Да. Да, лучше бы мужчины смотрели и подарки высылали. Да. Подарки никогда не бывает. Много подарков никогда не бывает. Много. И лишними они никогда не Так, бывают. нет, дело в том, что, понимаешь, как бы у меня такой папа и брат. То есть я с детства, ну, я привыкла, что мне что-то дарят, дают, папы, друзья такие. А тут уже живу, ничего давно не дарят. Какие-то непонятные у меня подписчики, мужчины странные вообще. И Никак не раскрутить. какие-то, наверное, бездельники, понимаешь? Ну, потому что нормальный мужчина, он всегда как бы себя по-другому. Ну, а кто мой канал смотрит? Что? В основном женщины смотрят, Женщины и 20% серьезных, а остальное бездельницы, да? Мгм. которым нечего делать. Ну, а Которые ничем не занимаются. ну, а что, да, нет и не разве? работают. Конечно, да. А мужчины, странно, если какой-то мужчина смотрит все серии моего канала. Это такой странный мужчина. Но если вдруг вы смотрите, дорогой мужчина, заберите меня, пожалуйста, из Египта. Мне тут уже все надоело. Вот клянусь. А где должен мужчина находиться? В Где он другой должен- стране. А просто в другой Да, стране, я- да, независимо. Я приеду. Берите в одну сторону и все. Мне тут уже все надоело. И песок, и пустыня, и пальмы, и все. Мне уже нечего вам показывать, мне уже тут скучно. Но у Вики как раз очень интересные видео, беседы с женщинами, которые здесь живут. Или просто она делает обзоры. Я какие-нибудь, если поеду в она- другую страну, я тоже там буду делать. Ну, видео. конечно, будет делать видео, да. В общем, покупайте у меня красивые вещи, и я поеду в И она другую быстрее уедет. Быстрее уеду, да, помогите мне, пожалуйста, да. Не, ну моя честность это изумруд, правда? Да вообще прекрасно, что честно. Я да. уже устала тут за 6 Да. лет, мне уже ничего не вставляет. Вообще не возбуждаюсь ни от чего уже. Только кроме моря. Только море возбуждает, но я в море еще вернусь. Рассмешила я вас всех, я знаю. Да, Вика такая непосредственная, да. Виктория, когда вы поедете в Шри-Ланку, ну вот если каждый из вас купит какую-то вещь у меня, то вот точно наберу деньги на билет и уеду, и все. Как только распродаст свои вещи, да, Сразу еду, сразу да. уезжает. Поэтому неизвестно, Вот. лучше распродать вещи или оставить ей в ее Не, пользование. не говори так, не говори. Так я могу полететь на месяц-два, потом вернуться, ну как? Так. Что такое? Африканские косички мне пойдут. Я люблю расчесать, чтобы там дышало, а тут от африканских косичков это Там самое вдруг кто-нибудь еще будет поселится жить. жить, да.
Не, я помню, как я в детстве у меня эти завелись от садика, вши, знаешь. Мгм. Вот и что ты, это бабушка чем-то мне их там травила в голове, вонючим, что я уже... Наверное, керосином. Да, да, что я уже это Раньше сам... же не было таких Так что я помню это самое, вот, а так вот чистенько все. Слушай, а получается взрослых людей вши не берут, только детей, да? Почему? Мне кажется, Берут, да? берут, да. Ну, короче, я в садике набралась какой-то заразы, да, была. Ну, вши я тоже только увидела в Германии первый раз. Да? Да. Когда дочка была еще, по-моему, во 2 классе. Да. Да, со школы. Ну вот, Да, вот, да, вот. да. Так они, получается... Я даже в России их не видела никогда. Да? Мгм. Слушай, у нас такая тема какая-то из романтики, из путешествий, вязаных вещей мы перешли на вши. Видишь, как я могу плавно увести? У меня есть, знаете, какой талант? Я несколько раз, когда возвращалась с Москвы на электричке, ну, там, хорошее соединение, там, Москва, Раменская, и я несколько раз забалтывала вот так своих каких-то, кто напротив сидит, Мгм. заболтаю и себя, и его. Мы проедем станцию свою. Потом я платила им деньги на такси, себя и их возвращала, знаешь. Мгм. Вот я так могу заболтать, понимаешь? И так интересно, что-то буду рассказывать или слушать. И так несколько раз было, что я забалтывала какого-то соседа, женщину, и проезжала. Так что отправьте меня куда-нибудь, буду вам транслировать интересную жизнь, Новые места. новые места. Что Да. мне жарковато. Фу, тебе не жарко вот так в этом Да жупане? мне уже жарко, да. Ну, так Мне иди уже жарко от стресса. от стресса. Так, у вас есть медицинская страховка? Это, Галя, к тебе вопрос. Медицинская страховка есть как больничная касса идут отчисления от зарплаты, да. И поэтому, если идешь к врачу, в общем-то, почти ничего не нужно платить, только если какие-нибудь особенные, если, например, к зубному врачу, там какие-нибудь особенные пломбы там доплачиваешь, или если профессиональная чистка, ты доплачиваешь, а если что касается и входит в услуги больничной кассы, тогда ты это ничего не оплачиваешь. Также касается, если анализы какие-то сдавать, есть перечень, которые анализы входят в эту больничную кассу. И те, которые, например, дополнительно ты хочешь узнать по анализу крови, ты должен просто доплатить эту сумму. А так медицинское обслуживание идет в счет вот этой больничной кассы. Какой процент сейчас у вас налогов из зарплаты? Ну-ка. Общую сумму. Ну, подняли немножко, да? Подняли, больничную кассу подняли, да. Да. Угу. Не помню. Слушайте, а что вы тут мне задали вопрос? Подожди. Вы сколько... есть работа медсестрой в Египте, вы имеете в виду? Ну, я не видела тут. Ну, есть, наверное, Ну, медсестрой. наверное, Ну, есть. есть. Да. Вы, Галя, вопрос тебе. Вы на сколько сейчас приехали? Сколько стоит в евро оплата квартиры на месяц? Оплата квартиры на месяц. Смотря какая квартира, в каком районе. Галя сейчас платит $200 за 2 недели. Да, получается $200 за 2 недели. Если месяц, нам, наверное, будет тоже где-нибудь 400. Я думаю, что 400 именно в этом районе, это район Дрембича. Угу. Да, но если там где-нибудь на Шаратоне, там дальше, или Мадерас, там, Мгм. наверное, другие цены. Да, Да, да. и зависит от того, новая квартира или новая, ну, новая. Это новая квартира, да, мебель вся новая, в общем-то, она чистая. Да, меня все устраивает. И тихий район, рядом машин нету, рядом дороги нету. Да. Дорогие подписчики, тут же все зависит от того, какой район, какая квартира и насколько вы снимаете. Угу. Если надолго одна цена, если на месяц другая цена. Но это мы в этом деле помогаем. У меня есть помощница, которая занимается этими вопросами. Так что пишите, звоните, с нами вы не пропадете. Ну да, и нужно определиться, в каком районе, что нужно, чтобы рядом было. Или просто променада была, или море рядом, или... В общем, это от каждого зависит, какой район выберет. И тогда можно определиться по ценам. Галочка, почему ты выбрала Египет? Саша спрашивает. Потому что ей подходит для здоровья климат. Мне климат подходит, что здесь... Ой, такая колбаска вкусная вообще.
что здесь сухой климат. Да, да, да. Даже по сравнению с Турцией, да, в Турции, в общем-то, влажность высокая. Здесь сухой климат, даже вот если очень жарко, ну, в июле, в августе я никогда не была, очень жарко здесь. А в июне тоже, хоть и жарко, да, но ты так не потеешь, как Да. в той же Турции. Да. И в любое время года получается, что здесь солнечно. Солнечно. Да, утром просыпаешься, уже солнышко светит. Поэтому мне... Это же в Шри-Ланке тоже влажность, представляешь? Там влажность, да, потом, да, и в той стороне, да, потому что когда ездили с Шефини в Китай, мы не один раз ездили по работе, да, выбирали товары, и мы были как-то весной, там не так было заметно, а в сентябре мы были в город Югу. В Пекине были, и потом Югу были. И вот в сентябре мы были в этом городе Югу, там большая выставка, где мы выбирали товары. Там очень тоже высокая влажность, даже утром просыпаешься, ты весь отекший от того, что Да. да, вообще, да, такая вот влажность, да. Вот, я же, да. Ну, медицинское обслуживание, мне здесь пришлось как-то, сколько это получается, 2 года, в 22 году пришлось обратиться за медицинской серьезной помощью, потому что здесь сломала ногу. Да, я была, да, в январе, да, и поэтому мне пришлось обратиться сюда в больницу. В общем-то, в больнице здесь тоже, ну как, адекватные. Ну, все идет за счет страховки. Да, ну, обслуживание было отличное. Операцию они тоже. Операция у меня продолжалась очень долго, там почти больше 3 часов. Да, я здесь находилась почти неделю в больнице. Наркозом было? Ну да, половина наркоза. А что случилось у тебя с ногой? Ты просто, по-моему, где-то Я упала? сломала сильно ногу. Да? Да. В какой части? Под коленкой. Под коленкой начинается. Это тут, да? Да, это тут. А что, ты переходила дорогу? или что? Нет, я просто спускалась по лестнице. Вот так вот было. Неудачно. Неудачно спустилась с последней лестницы. Там лестница была совсем маленькая, низкая. Да, так вот упала. Да, тут есть Да. такие, как бы, будьте всегда осторожны, потому что одна из либо первая, либо последняя может быть другой высоты. Ну вот, не знаю, так получилось, да. И, в общем-то, персонал был такой приветливый. Все было хорошо. Да, сделано. тут... И даже у нас удивлялись, все, что так сделали здесь операцию. Не, на самом деле, ну понятно, мы уже привыкли к тому, что туристический город, все такое, но на самом деле тут очень много таких талантливых врачей, ученых есть, такие, которые мастера своего дела, на самом деле. Просто понятно, что их надо как бы найти, попасть на них. Вот, поэтому тут есть очень серьезные люди, которые, скажем, служат своему делу. Вот я знаю много таких врачей, которые прям вот, они в науке. Вот они в науке, вот они знают, что они вот в этом они вот короли своего дела. Да. Ну да, некоторые учились, они и в России учились, Да, многие учились да. также в Европе, и поэтому профессиональных врачей здесь очень даже много. Профессиональных врачей, да. Да. В аптеке, кстати, очень многие из них, они именно фармацевты или еще врачи, очень много. Они, некоторые учились тоже в наших странах и там говорят на русском и владеют информацией. Если вы придете в аптеку, вам даже можно и не идти к доктору. Вам просто нужно назвать, вот, что вас беспокоит, и они вот так вот выдают все. Да. Вот. И если даже какие-то у вас препараты есть, которые вы принимаете у себя дома, по составу они могут подобрать тот египетский препарат, он намного дешевле, и по эффективности он также будет подходить вам. Да. Чем Галина будет заниматься здесь каждый день на море, а дальше? Она только на 2 недели прилетела. Да, у меня пока не получается здесь постоянно жить, потому что мне нужно работать еще. Вот, поэтому 2-3 недели, это не такой длительный уж срок. Да, 2-3 недели. Да, ну, тогда я немножко вязала, когда было 3 недели, немножко вязала просто, Да? сидела дома, да. Это вы вяжете еще? Ну да, немножко. Но я такие вещи не вяжу, конечно, Да, даже не попробовать. Да. Что я... Нет, я могу. Когда пандемия начиналась, я вдруг начала вязать игрушки. Да? Да. Класс. Вот покупала там глазки, носики, вязала игрушки, у которых ножки, ручки тоже шевелятся.
Да. Такие Супер. большие вещи я не вяжу. У меня, наверное, терпения просто не хватает. Ну это да, это надо прям любить все. Ну так, шарфики я могу связать. Ну да. Да, а так, в общем-то, эти дни пролетают только так. 2 Да. недели вообще не чувствуется, какая. Не чувствуется, 2 правда? недели вообще, Не это чувствуется. такой короткий срок. Да, это точно так вот. На Дрим-Бич ходите? Куда ходите? Получается, на море, Галь? Я на море в этом году еще не была. Потому где что вы были? я около бассейна. Да? Да. А вы не плаваете, получается? Нет, я не плаваю совсем. А почему? А потому что не могу, я боюсь Чего? воды. Я боюсь плавать. Да, я не знала. Нет, я не могу плавать. Так я могу научить. Я дело в том, В что... следующий раз мы с Да, Викой будем Дело в том, учиться плавать. что вы еще не знаете. Дело в том, что у меня высшее спортивное образование, я тренер по плаванию. Ну, не так сказать. Ну, Я закончила водные виды спорта, то есть я могу тренировать по плаванию всех, тренировать людей, учить плавать. Ну там я могу, конечно, водное поло, туда-сюда, это я как бы учитель физкультуры, все могу. Вот, потом я прошла повышение квалификации в Москве, но это уже ладно по своему делу. Я Маркуса научила плавать, он у меня начал плавать, ему было 8 месяцев. Да. Ну вот 8 месяцев, наверное, легче научить плавать, чем меня. Вот, да, но это надо делать, по сути, с первых дней. И вот эту методику я вам хочу как-то показать. Надо взять будет куклу, показать на кукле, правда? Как я вот научила Маркуса плавать. Меня не один раз учили, когда мы в школьные годы, мы всегда, его мамы были родственники на Кавказе, ну и сейчас они там тоже есть, в Пятигорске. И вот мы туда каждое лето ездили. Там меня тоже пробовали учить плавать. Но никому не удалось меня научить. А знаешь плавать. почему? Я просто, наверное, боюсь воды. И мне не нравится, когда если кто-то какая-то рыбка там пропадает, проплывает, или какая-нибудь травка мне там Да? вот туда. Кто Галина по профессии спрашивает? Вот. Вообще я бухгалтер по образованию. Бухгалтер. Да. Всю свою сознательную и несознательную жизнь я проработала бухгалтером. Как в Бухгалтером. России, так и в Германии. Да. Да, мне очень повезло с коллективом. У нас очень хороший коллектив. Мы также с ними Ой, я себя расслаблюсь. празднуем. Также поздравляем с ним, и дни рождения празднуем. Вот сейчас я приеду, я тоже с ними еще справлю день рождения, потому что до отъезда у меня не было времени с ними справить день рождения. Вот так. На Рождество мы выезжаем куда-нибудь. В Германии, да? Ну да. Тусовка у вас там, да? Ну да, мы куда-нибудь выезжаем. Что немцы сильно пьют алкоголь? Ну, Говори Да. честно. ну да. У них еще есть такой праздник, вот сейчас как раз он тоже идет, это проводы, так сказать, зимы, это фашн. Да, вот там у них есть как общество, в которое они, многие входят в эти общества, да, и там они, в общем, как празднуют эти проводы зимы. Потом они также переодеваются, у них, у каждого этого общества есть свои костюмы, потом идут типа вот эти карнавальные такие, как они называются, тоже не могу я сказать по-русски, но, в общем, пьют, некоторые пьют. Да, в кнайпах также сидят они. Где? Ой, ну как, это не кафе, не ресторан, небольшие ресторанчики, да. Есть постоянные клиенты, которые там после работы проводят время, так сказать. Ну, Слушай, конечно, не все. А подожди, а вот, не все есть. вот много вот по улице ходит вот этих фриков, педиков? Откуда? Я их не вижу. Не видите, да? Может быть, в больших городах это совсем, конечно, по-другому, да. Я живу вообще в деревне, мне очень нравится, около меня поля, по которым можно там дорожки, можно прогуливаться. Я тоже очень люблю гулять по своим дорожкам. А выходной я всегда куда-нибудь уезжаю тоже. Или в горы, или на водопады. У нас очень много красивых мест на юге Германии. Да? Да. Так что приезжайте на юг Германии. В Байерне тоже очень много красивых мест, очень много замков, где можно провести хорошо выходной день. Супер. Так, мы в прямом эфире уже сколько? Уже Если, целый час. пишет вам, если надеть спасательный жилет плавать.
Дело в том, что просто надо, сама техника обучения плаванию, знаете какая? Человека сначала надо учить дышать под водой, чтобы он был уверен под водой. Потом уже начинаются там всякие там толчки, движения разучиваться. То есть, ну, когда-нибудь, может быть, я расскажу, не хочу обещать, потому что у меня столько знаний, и что это как бы, ну, сейчас как обычно, я пообещаю, а потом она уедет. а потом не сделаю, я могу и там рассказать про это. Вот. Ну да, дорогие подписчики. Хочу вам показывать другие страны. У меня уже такое настроение куда-то ехать, что-то еще показать. Ну хотя бы на лето там или на месяц. Но надо куда-то ехать, потому что я скоро песню спою, знаешь, отпустите меня в Гималаи. Я скоро бунт устрою тут, если Если ее не отпустят, Да. если она не соберется. Если не соберется. Германия на немецком бухгалтер. Германия на немецком бухгалтер. Респект. А, вы на немецком бухгалтер, да? Ну, у нас отчеты у нас все идут на немецком. А, если представить. Общаться с поставщиками тоже на немецком. Это вы так хорошо в немецком говорите, да? Ну, то, что нужно, я говорю. А, супер. Да, дома мы разговариваем на русском, с внуками разговариваю По-разному, да? по-разному, да. Да? Да. Со старшими внуками я разговариваю по-русски, да, они отвечают по-немецки. Да. Младший, конечно, он Красота. меньше говорит по-русски. У меня родственников в Гамбургере так скучно. Там скучно, родственники в Гамбурге. Скучно, да? Ну, в Гамбурге, я не знаю, это большой город. Ой, тут уже видно. Мне не скучно. Да? Ну, Да, мне если не человек, скучно. человек, если занят, правда? Да, я всегда каждый день получается у тебя рабочий день. Да. Вечером особо времени нет. А сколько выходных? 2 выходных, суббота и воскресенье. Суббота, воскресенье. Да. Суббота, воскресенье это тоже всего 2 выходных. Если хорошая погода, конечно, куда-то хочется выехать. Также на природу или просто где-то погулять, также выезжаешь, там гуляешь. На водопадах очень красиво. У нас высокий водопад в Шварцвальде. Город Триберг. Баден-Баден 60 километров. В Штрасбурге тоже люблю гулять. Там всего получается у нас 10 километров до Штрасбурга. Там тоже красивый старый город. Там есть как типа маленькой Венеции в Штрасбурге. Вот, и поэтому, не знаю, мне пока за все это время не было скучно. Да. Дорогие подписчики, задавайте вопросы. Мы уже 40 минут болтаем вам. Вот, я же говорю, уже час. Где час? Нет, 50 минут. Да, 50 минут. Уже скоро час будет точно. Вот. Так, ну что, будем, наверное, закругляться, да? Ну, хватит. Будем закругляться. Я уже чай выпила, уже расслабилась, кофе. Вкусная колбаска очень, ты меня покормила вкусно. Ой, еще сырочек съем. А это что за сырочек? Типа камембер. Да. Это вы привезли с собой? Да, у меня еще остался, да. Да. Вкусно. Да, ничего. Сыр мне почему-то, я не знаю, это местное производство здесь сыры. Мне сыры здесь тоже не очень нравятся. Ну, я не люблю твердые сыры. тут есть вкусный, просто ко всему надо привыкнуть. Я покупаю то, что тут есть, ем. Ну да, можно выбрать. Гауду покупаю. М. Так вот. А сыров много нельзя, ты знаешь? А ее много нету. Да. Ой, Ой, я люблю с финиками сыр. сыр с финиками, да? Да. Так, Сыр и финики, да. ну, в общем, дорогие подписчики, если вы хотите видеть меня на Шри-Ланке, то участвуйте в проекте покупка кофточек, правильно? Кофточек и сумочек. Ковальчук, Одесса. Галина, да, привет, Ковальчук, Украина, Одесса, привет. Я спросила за страховку, а что вы спросили? А вот она, почитай. Галя, я так и не поняла, вы когда в Египет летите, вы страховку отдельно Про платите? Египет. Египет. Заграничная страховка идет отдельно. Я просто заключила, что у меня уходит и годовая эта страховка идет. Хоть куда я еду, она будет действовать. Да? Сколько Да. она стоит? Около 100 евро. Нормально.
Да, годовая страховка. И они просто удерживают с тебя каждый год, тебе не нужно думать, тебе не нужно перезаключать ее заново. 100 евро в год, да? Да. Нет, это недорого. Но зато у тебя есть какая-то поддержка на случай, если что-то случится. Да. У тебя есть карточка. Да. Я эту карточку тоже всегда с собой ношу, потому что не знаю, где что может случиться. Да? Поэтому Класс. просто копию сделала, и карточка со мной. Супер. В общем, страховка у меня годовая. Я думала сначала, что там про страховку, которая у нас там медицинская. А это можно и разовую делать именно на тот период, который вы будете находиться в Египте. Тоже можно это сделать. Но лучше сделать годовую, потому что в течение года получается, что несколько раз еду в Египет, потом еще куда-нибудь поеду. По Европе действует наша страховка медицинская, а за границу, вот в такие страны, да, нужно заключать отдельную страховку. Да. Ой, ну это, кстати, хорошая... Нет, страховку надо иметь. Страховку Дорогие нужно иметь в подписчики. любом возрасте. Да. Так, благодарим вас, уважаемые дамы, радости вам. Спасибо, Галочка, тоже Галина с Украины, с Одессы. Все, Антонина поняла уже. Если есть какие-то вопросы у вас, потому что мы выходим на финишную прямую, целый час. Целый час для Галочки. Галя никогда не была в Ютубе, а я для нее сделала онлайн, понимаете, прямой эфир. Для нее это стресс, так что будьте снисходительны. Конечно, это для меня стресс, целый час сидеть перед камерой и что-то говорить. Да. Это не просто так, где-то посиделки. Да. Но очень было приятно. Пишет, что у нее тоже на год. Вот Антонина пишет, тоже на год. Ну да, годовая, да, и она потом... Она не прекращается, потом на следующий год они опять удерживают. Если ты хочешь, за какой-то срок ты должен просто написать письмо и... Очень вкусно. отменить. Я уже позавтракала и кашку, и колбаску, и сыр. Я уже готова, расслабилась. Спасибо, дорогая, спасибо. Да. Вика такая хорошая, когда поест вообще, вы не представляете. Мне сразу Да, она и так хорошая. глазки горят, сразу я такая, сразу сексуальность повышается, понимаете? Ой, Всё. боже мой. Поговорили про все, правда? Да про все, Но, да, про все действительно. Про всё Галочка ничего. приедет в апреле снова. Приезжайте. Приезжайте, вы тоже приезжайте. Галочка, потом мы сделаем с ней какое-то видео другое, погуляем по Хургаде, правда? Да, мне Ну, очень нравится по Мамше гулять. По Мамше, да? Да, очень. Да, Вот ее какая-то- обустроили так очень. И красивые экспонатики там стоят, и вообще Вот красивая улица. тут еще Ирина с Украины пишет. Здравствуйте, девочки, вы такие классные. Пусть ваши гости расскажут про квартиру в Египте. Она ее купила. У нее есть квартира, но сейчас там завершается Ремонтные работы, да. ремонтные работы. Она пока ждет. В следующий раз тогда. Эту она снимает. Вот. Сколько ты заплатила, Галя? Так, квартира, ну, в то время это был какой 23-м году, и она куплена, по-моему, 40. 40 тысяч, да? 39. Ну норм. Это с одной спальней, да? Нет, это просто студия, Студия, да, да? 54 квадрата там. Супер, супер. Да. Ну так вам еще и хватит приехать. Ну да, мебель там тоже закуплена, все закуплено. Да? Вы уже Да. мебель закупили? Да, там мебель тоже закуплена. Да Она вы просто что? стоит в отдельной квартире, там стоит, да, скоро. В общем. Ну супер. Так что так, пока там идет ремонт, Галочка, это самое, вот пока живет в съемной квартире, надумаете ехать в Египет, пишите, звоните. Галочка в апреле снова выйдет в эфир и... Ну, конечно, если Вика никуда не уедет, конечно, выйдет Да, в не, эфир. ну я еще пока школа, еще до июня точно я здесь, пока у ребенка школа, а уже мне надо готовиться, надо еще много кофточек связать и продать вам, чтобы я на эти деньги купила билет, понимаете? Так а вы думаете, почему я это все затеяла? Чтобы я могла собрать денежку, и купить билет и улететь на Шри-Ланку и показывать вам там всю жизнь, правильно? Вот Да. и возле океана, и в городе, все. Это же надо лететь, я не знаю даже, сколько билет стоит, не знаете, да? Не знаю. Ну, короче, Как там и долго лететь надо будет с пересадкой. Да? Конечно, Боже мой, это же есть Азия. же. Да, это Мгм. очень долго лететь, и, возможно, еще и с пересадками. Боже мой. Да. Ну, Вика, надеюсь, сделает
еще обзорную такую ярмарку по своим изделиям. А, точно, Да, правда? здесь, Точно. да, и она расскажет про все свои Кофточки, изделия, про слушай, кофточки, да, про да, да. сумочки, про все, что она навязала. Да, У нее да, очень да. красивые вещи, Да, и в цветовой гамме красивые, Да. и, можно сказать, на все размеры. На все размеры. Да. А я вам сейчас дам померить. Сейчас мы закончим эфир. Да, Я мы буду сейчас с- мы не будем мерить. Я буду сидеть в лифчике и ждать вот тут. Представляете, что сейчас у нас будет происходить, когда мы закончим с вами общение? Ха-ха! Давай Да. сделаем. Ты умеешь сердечко делать? Я не умею. Давай. Вот так вместе. Подожди. О! Подожди. Вот так. Это вам. О! Ха-ха! Мы Нас. вас всех любим. Да, любим. И Галочка, желаем всего хорошего всем. Главное мира. мира. И вот даже, вот, кстати, пару слов скажу вам. Многие из вас хотят переехать в Египет, но боятся. Но тут не надо бояться. Тут жизнь недорогая относительно. Есть дешевые квартиры, там и за $100 можно найти, но просто очень такую простенькую. Но если вложить в любовь немножко в Мне квартиру... кажется, за 50 даже вот в том районе, вот можно, на Мо- том же Шератоне, вот там, Да, там да. можно и за 50. Ну найти. просто то, что ее надо будет, знаете как, Отмыть. шторки, отмыть, шторки, Отмыть. ковричи какой-то, ну то есть доложить любовь. Потому что она такая будет зашурганная. Ну а такая получше, там уже от 150 и уже там... Ну, квартир здесь достаточно. Там много. Можно найти. И вот моя приятельница прилетела из Беларуси, она там и ходит убирать, и там другими делами занимается. Но если постоянно жить, можно найти себе Можно, какое-то тут дело. масса всего, Да. не бойтесь. Не Я бойтесь. просто слышала, что некоторые с детьми сидят, потому что детей нет. Да, 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 с маленькими детьми, которые постарше также. просто не надо ничего бояться. Спасибо, да, смотрим. Спасибо, Ирина с Украины. Прекрасные кофточки вяжет. Да, спасибо. Купим нитки в подарок вам, уважаемые. Купите нитки в подарок? Ладно, что-то яркенькое купите. Я свяжу, буду выпендриваться. А я, кстати, знаешь, я же когда вот беру ваши спицы, вяжу, я всегда как бы посылаю благословение, знаешь. То есть я вот так проговариваю, вот пошли, вот как бы ей, Боже, все хорошо, чтобы было вот так вот. Но это у меня автоматом уже, понимаете, да? И это у меня, да, это у меня автоматом, то есть любая вещь, все, что у меня есть от других людей, а я очень насыщаю благодарностью и как бы благословением таким. Вот, ну вот как-то так. Вот, мне идут яркие тона, да? Очень красиво. Мне хотят да, подарок привезти, пряжу Да. еще. Да. Ой, спасибо. Так, ну все, будем с вами прощаться, потому что Галочка ровно час мы в эфире. Нет, Целый час. Это дело в том, что она первый раз вообще в Ютубе, все. Вот она поняла, что я так, в общем, к ней прицепилась, она говорит, ладно, Вика, я Да соглашусь. не то, что прицепилась, у нас тут нормальные просто такие общения были, да? Я просто, знаешь, говорю, я тебя приглашаю, потому что ты мне подходишь для Ютуба, ну, то есть, тебе есть что рассказать, какой-то свой опыт, ну, так вот. Это же мне еще не все подходят, я же такая, ага. Ну, не всегда хочется все рассказывать на экране и для всех. Да, кое-что Галочка расскажет в следующий раз, когда созреет душевно, так что она такая, с ней очень интересно общаться. Как я начинаю забалтываться, я когда начинаю ерунду говорить, я начинаю забалтываться. Ну, Поняла? все. Такая ситуация. Тогда мы заканчиваем. Да, все. Дорогие подписчики, час мы наболтали вам. Ой. Будем заканчивать. Пишите, звоните, приезжайте в Египет, не бойтесь. В общем, ничего не бойтесь. Прекрасная страна. Мужчин много, как песка в пустыне. Мачо египетских. Так что приезжайте. Ну все, Да, пока-пока. всего хорошего. Пока. Так, выключаю. Сейчас, зайка, выключу. Так, да ты красавица у меня, так хорошо смотришься. Где же оно выключается? Вот тут. О, все, Ты мои... еще не выключила? Не, Давай. дорогие, обнимаю. Обнимаем вас, да, Галюня? Скажи, обнимаем. Обнимаю. Покажи И очень- сердечко. Покажи. И очень... Я не О. знаю, вот так? А ну, подожди. Не знаю. О, шикарно. О, Очень рада, что вы участвовали в нашей беседе. все. Всего хорошего. Так, 59 минут. Так. Опа. Все выключилось.